Это мне! Это мне! Кто? Это мне! Сука, блять, нахуй, сука, блять, нахуй, блять, нахуй, сука, блять, нахуй, блять, нахуй, сука, блять, блять, нахуй, сука, блять, нахуй, блять, сука, блять, нахуй. Но видео заканчивается. Продолжение будет, если тут наберется 200 лайков. Да уж, зря я это сказал. Всем привет! Так как Алекс не может озвучить видео, его озвучивает Клодан. Дискорд сервер в описании. Приятного просмотра. А начнем мы с хауситов. Да-да, я про них в прошлом видео говорил, но гайда так такового не было. Так что мне похуй. Когда заспавнитесь за хаос, вы должны понимать, что вы машина убийц, ибо у вас вот такая вариация экипировки. Ну, или если вы ебаный наркоман, который сбежал из комплекса, то у вас плюс-минус вот такое. Но мы возьмем вариант с обычным хауситом, а не сбежавшей дэшкой. Итак, вначале вам стоит понимать, что раунды уже больше 5 минут, смотря на каком сервере вы, конечно, играете. Скорее всего, к этому моменту все дэшки тупо умрут нахуй. Но это не важно. Идем в комплекс и проводим анальную зачистку всего живого. Кроме наших любимых оранжевых педофилов. Смешная шутка, да? Так вот, устраняем всех ДЦП объектов. А стоп, вы это слышите? В комплексе появились тени австралопитеки. Вам нужно знать, что они опасны и не захотят вам отдавать победу. Поэтому, если вы симпл, то делаем вот это. Я сейчас убью всех, блядь! Ебать! А если у вас такого шанса нет, то отыскиваем М-ку и встаем у двери для ожидания австралопитеков. Расстреливаем лохов ебаных и побеждаем. Если раунд полностью не такой, то просто убиваем ДЦ объекты, да и хуй с ним. А мы идем дальше. Обучение, администрация или же ГОК. Этот класс весьма интересный, но в 90% случаев вы за него никогда не поиграете, потому что вам нужно стать хелпером на каком-нибудь сервере. А сделать это очень сложно. Итак, когда вы заспавнитесь в башне, вам нужно понимать, что теперь вы крутая шишка и на вас смотрит весь сервер. Можете там маме сказать об этом, я хуй знаю. О чем это я? ТПХаем к себе нарушителя порядка, или в простонародье читер ебаный, я твою мать Ой, блять. Перебор, бывает. Ну короче, вызываем его на проверку на читы. Если эта макака отказывается и тянет время, то просто баньте его нахуй. Еще этот класс может проводить ивенты. Но если я буду перечислять каждую способность этого класса, то видео будет длиться дохуя плюс дохуя. Так что мы идем дальше. ДЦП Кириешка 173, или же Печенька, или же Нахуя ты меня убил. Этот объект в дуэтом со скромником просто тотальная аннигиляция. Но мы тут посмотрим на соло геймплей Печеньки. Итак, мы заспавнившись идем и бегаем по лайт-зоне и ломаем дэшком ебало, снося все на своем пути. После 5 минут лайт-зоны смело идем в хард-зону. И фулл тимой ДЦП объектов идем убивать мок. Но если толпа не идет, а вам поубивать охота, то просто стоим в хардзоне и по одному убиваем мок. И да, у нас есть щит. Когда щита нет, лучше не лезь, ибо тогда нас легко убьет. А оно вам надо? Вы хотели украсть нашу землю! Я вас съем! Вот и все. А под конец раунда, когда осталась только улица, могу сказать одно. Вам пизда. Блять, бегите нахуй, уж поверьте мне. Но если бежать не получилось, а вас зажали, поздравляю. Вы сдохли за ДЦП объект. Можете пойти свечку поставить ХХЦ, или обматерить своих тиммейтов, что они такие тупые. Это будет лучшим решением, уж поверьте мне. Объясняй, блядь!
Уебан 1000-го ранга, блядь. Нахуй вы вообще жмете пояс в своей ебаной жизни. Вы ебаные бездари, каждый из вас ебаный член-носос. А мы идем дальше. Теперь у нас ДЦП-106, или Дед, или же... Играя за него, вы должны знать два правила. Первое правило: ему абсолютно похуй на ваши выстрелы. Второе правило: у него есть камера, где вас можно убить за 1 секунду, что полностью контрит его. Вы можете просто с красной или черной картой зайти в камеру к деду, засунуть в инкубатор дэшку или еще какой-то мусор, после чего нажать на кнопку, и таким образом вы заставите бомбить и проклинать вас. Потому что процент выпадения ДЦП объекта в основном 5%. Ну так, а теперь к отыгровке деда. Когда вы заспавнитесь, вы подумаете, где я, блять, куда идти. Оно и не удивительно. Разработчики просто ненавидят деда, ибо ему дольше всех добираться в лайт-зону. Ай, блядь, сука, нахуй, блядь. Ёбаный, блядь. Но это сбалансировано тем, что вы можете проходить через гейты или двери, что, согласитесь, крутой баф, взамен на 20 секунд ходьбы. Идем в лайт-зону к своим тиммейтам. И захватываем машину. После чего идем к отряду МОК, который уже прилетает в этот обосранный комплекс. Я двоих дотерей топориком. Вы можете пушить своим телом, потому что вам похуй плюс похуй на дамаг. Да и не все будут по вам стрелять. И если вы дальше сделали все правильно, то можно спокойно делать выводы, что вы научились играть за деда. А, стоп, что это? Блять, ты обосрался. Кто-то нажал на кнопку. Ты уволен нахуй, дебил, я в тебя разочарован. А мы идем дальше. МОК, NTF. Да, они тоже были в прошлой части, но там, как и Хаос, они были не раскрыты полностью. Так что вот так. Заспавнившись за МОК, вы должны понимать, что чаще всего уже прошло 5 минут раунда, и это значит, что вы уже сдохли за другой класс, ибо не знали, как за него играть. Или вам просто не повезло. Так о чем это я? Идем со своими товарищами в лифт, но перед тем, как туда заходить, посмотрите, есть ли на сервере Friendly Fire. Если его нет, то можете идти спокойно. А если он есть, ух. Здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска. Вот он я, привет, войска. Что делать, дебил? В нашем случае его нет. Так что заходим в лифт и спускаемся в комплекс. Выходим из лифта и никогда не идите за толпой. Я специально отыграл более 20 каток за МОК. И во всей, когда я иду с толпой, там либо скромник, либо дед. Либо собака, либо чумной. Короче, толпой лучше не ходить. А если вы не знаете дороги, то просто идите чуть-чуть сзади отряда. Тем самым вы спасете свою жизнь. Входя в хардзону, вы уже увидите трупы своих. Оно и не странно. ДЦП-объекты очень любят делать рейды на МОК. И теперь у вас два варианта. Вариант номер 1. Вы умрете от ДЦП-объекта. И вариант номер 2. Вы выживете и кое-как убьете ДЦП-объект. Но конечно же это все в мечтах. Вы не выживете. Так что готовьтесь умирать. А сама наша задача это активировать боеголовку и взорвать комплекс. Или же просто убить ДЦП-объекты. Кому как лучше будет. В нашем случае мы активируем боеголовку, выманивая ДЦП-объектов на улицу. После чего там их спокойно убиваем. Вот такой гайд замок, а мы идем дальше. И теперь полная аннигиляция. ДЦП-096 или же лысый маразматик, или в простонародье скромник, блять. Это просто машина. Он может соло разбивать толпы Мога и Хаоса. На начальной стадии в лайт-зоне он вообще бог. Может доминировать во всем. Заспавнившись за него, вы должны сказать: пора помочь хлипким и ничтожным союзникам. После чего идем в лайт-зону и просто убиваем всех. Ну вот незадача, прилетел Мог. Что же делать? А, ничего. Просто идем к ним и мочим их всех. Так как мы знаем, что они просто тупая толпа, которая ничего не понимает.
Просто влетаем как молния Маквин и разносим геев. Но будьте осторожны, ибо если у вас закончится агр в толпе Мога, то считайте вы труп. Чтобы этого избегать, нужно быть склоем геем и знать, когда агр закончится. По звукам это можно понять. А если вы попались в дуо с ДЦП 173, то вам очень повезло, ибо на 173-го нужно смотреть, а на вас нет. При таком спавне шанс на победу, если вы будете вместе, 99,9%. Только какие-то дауны могут это заруинить. После того, как убили Мог, идем искать последних дэшек. Но если дэшек нет, а поубивать кого-то хочется, то не спешим расстраиваться. Идем на улицу и ждем приезда Мога или Хаоса. А дальше просто их убиваем. Но если вы остались одни против огромной толпы, которая при этом не тупая, то просто идем в атаку. Опыт мы все равно получим за убийство. Так что переживать нечего. Победа не главное там, все дела. Ну а на этом все. Ставьте лайки там, подписывайтесь. В этот раз, кстати, пожалуй, лайки не буду загадывать. Так что все. Помогите, пожалуйста, Алексей Соложник. Обошел, теперь у нас с тобой все будет хорошо. А ты такой, с бородой, твои попало сети. Я раньше тебя видел только в интернете. А ты такой, мужчина, мечтаю о Со мной на кабриолете. а ты